Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Взрывы раздаются по всей стране. Атакованы резиденции аятоллы Хаминеи и президента Пезешкиана. Погибли главнокомандующий иранской армией и несколько высших чиновников Исламской Республики. Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и Реза Пехлеви выступили со срочными обращениями. Эта война идет уже по всему Ближнему Востоку. Иран в ответ атаковал Объединенные Арабские Эмираты, взрывы звучат и в Дубае тоже, Катар, Оман, Израиль. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Утром в субботу, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль нанес, по его формулировке, превентивный удар по Ирану, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. В нескольких иранских городах, включая Тегеран, были зафиксированы взрывы после начала ударов Израиля и США. По данным иранских государственных агентств Фарс и ИРНА, удары были нанесены по Исфахану, Кому, Луристану, Караджу, Керманшаху, Тибризу, а также по столице Тегерану. На видеозаписях виден дым над Тегераном. Мы видим поднимающиеся столбы дыма в различных районах города Тегерана. После того, как были слышны несколько взрывов, вскоре после этого министр обороны сионистского режима официально заявил о нанесении ударов по Тегерану, столице Исламской Республики Иран. Это происходит в условиях, когда Исламская Республика Иран в последние дни, особенно в четверг, который мы только что пережили, проводила интенсивные переговоры. Представители Министерства иностранных дел нашей страны вели непрямые консультации с представителями США по ядерной тематике. И уже во второй раз в ходе этих переговоров мы становимся свидетелями атак сионистского режима на территорию Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты также наносят удары по Ирану. Один из чиновников в Белом доме заявил американскому каналу CNN, что операция продолжается, и это не небольшой удар. Один из представителей США сообщил, что удары на данный момент направлены на военные цели, отказавшись от подробностей из-за продолжающейся операции. Другой чиновник в интервью с CNN заявил, что задача — нейтрализовать военную угрозу со стороны Ирана и защитить американские силы. По его словам, перед началом операции были приняты меры по защите американского военного персонала в регионе. На кадрах из Ирака, опубликованных в социальных сетях, как утверждается, видны десятки крылатых ракет, летящих через территорию страны по направлению к Ирану. Пользователи из Ирана публикуют множество видео с кадрами взрывов в городе. Представитель Минобороны Израиля сообщил прессе, что атака на Иран готовилась в течение нескольких месяцев, а дату начала определили еще несколько недель назад. Тем временем, по данным Reuters, верховного лидера Ирана, Али Хаминеи вывезли из столицы и перевели в безопасное место. Именно по его резиденции был нанесен один из первых ударов. Представитель США в комментарии Аль-Джазира заявил, что авиаудары направлены на уничтожение иранского аппарата безопасности. Под ударами Кум, Хоремабад, Исфахан, там размещен один из ядерных центров, и Тегеран. При этом израильские СМИ сообщают о гибели нескольких ключевых фигур режима, в том числе главнокомандующего иранской армией Амира Хатами и Галама Хоссейна Мохсения Джея, главы Верховного суда, который вынес тысячи смертных приговоров участникам протестов. Иран наносит ответный удар. Иранские СМИ со ссылкой на корпус стражи Исламской революции сообщили о ракетных ударах по 4 американским объектам на Ближнем Востоке: авиабазе Аль-Удейд в Катаре, базе Аль-Салем в Кувейте, базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и базе 5-го флота США в Бахрейне. Сообщается о взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре. МВД Бахрейна призвала жителей немедленно проследовать в безопасные места. Сообщается также об ударе по Бахрейну в районе размещения крупнейшей военно-морской базы Соединенных Штатов в Персидском заливе. Власти Бахрейна подтвердили, что сервисный центр и штаб 5-го флота США подверглись ракетному удару. В сети распространяются видеокадры прилета по военному объекту. Катар, по данным местного представителя, перехватил 2 иранские ракеты в своем воздушном пространстве. Воздушное пространство страны закрыто. СМИ сообщают, что иранские баллистические ракеты также поразили авиабазу Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и авиабазу Аль-Салем в Кувейте. Эмираты закрыли свое воздушное пространство. В столице Абу-Даби слышны взрывы. Кроме того, сообщается об атаках на американские объекты в Иордании. Поступают неподтвержденные сообщения о взрывах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется. Тем временем хуситы объявили о полном закрытии Красного моря для судоходства. Утро 28 февраля в Израиле началось с сирен воздушной тревоги.
В 8:00 предупредительные сигналы прозвучали по всей территории страны, и уже спустя несколько минут была объявлена общенациональная ракетная тревога. На мобильные телефоны жителей поступили экстренные уведомления командования тыла с рекомендацией находиться вблизи защищенных помещений. В заявлении армии обороны Израиля говорилось, что это упреждающее предупреждение о возможном ракетном обстреле. При этом немедленного требования оставаться в укрытиях на тот момент не вводилось. Министр обороны Исраэль Кац объявил о введении особого чрезвычайного положения по всей стране, предупредив о вероятных ракетных ударах и атаках беспилотников. С 8 утра Израиль был переведен в режим «только необходимая деятельность». Это означает отмену занятий в учебных заведениях, массовых мероприятий и приостановку работы большинства предприятий, кроме жизненно важных служб. В течение утра сирены продолжали звучать в разных регионах. Около 10:00 тревога охватила территорию от Иерусалима до Беэр-Шевы, затем Галилею, Негев, Голландские высоты и Западную Галилею. Сообщалось о сигналах тревоги на севере страны, включая Хайфу и Аку, где были слышны взрывы. Позже сирены вновь прозвучали в центральной части Израиля. Глава командования тыла Израиля Шай Клапер обратился к населению, призвав подготовить безопасные места и соблюдать указания властей. Прошлый опыт доказывает, что благодаря вашей впечатляющей стойкости и соблюдению инструкций удалось спасти множество жизней. Сила и ответственность каждого из вас являются ключевыми факторами в борьбе с угрозой. Используйте это время, чтобы ознакомиться и подготовить оптимальное защищенное место поблизости. В настоящее время местные власти открывают для вас общественные убежища. Силы развернуты, находятся в состоянии повышенной готовности и готовы незамедлительно отреагировать, чтобы обеспечить вашу безопасность. Следуйте инструкциям командования тыла. Они спасают жизни. Президент США Дональд Трамп, который накануне вечером традиционно отправился на уикенд в свою резиденцию Мар-а-Лаго, опубликовал срочное обращение по поводу начала военной операции против Ирана. Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупномасштабные боевые операции в Иране. Наша цель — защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима, жестокой и крайне опасной группы людей. Его угрожающая деятельность напрямую ставит под удар Соединенные Штаты, наших военнослужащих, наши зарубежные базы и союзников по всему миру. На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке» и вел непрекращающуюся кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США, наших военных и мирных жителей во многих странах. Среди первых действий режима была поддержка насильственного захвата посольства США в Тегеране с удержанием десятков американских заложников в течение 444 дней. В 1983 году его прокси совершили взрыв казарм морской пехоты в Бейруте, в результате которого погиб 241 американский военнослужащий. В 2000 году они знали и, вероятно, были причастны к атаке на эсминец USS Cole. Многие погибли. Иранские силы убили и искалечили сотни американских военных в Ираке. Последние годы прокси режима продолжали многочисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке, а также на военно-морские и торговые суда США в международных водах. Это был массовый террор, и мы больше не намерены это терпеть. От Ливана до Йемена, от Сирии до Ирака режим вооружал, обучал и финансировал террористические формирования, которые залили землю кровью. Именно прокси Ирана, Хамас, совершили чудовищные атаки 7 октября на Израиль, убив более 1000 мирных людей, включая 46 американцев, и взяв в заложники 12 граждан США. Это была жестокость, подобной которой мир давно не видел. Иран — главный государственный спонсор терроризма в мире, и совсем недавно убил десятки тысяч собственных граждан на улицах во время протеста. Политика Соединенных Штатов, в частности, моей администрации, всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не должен обладать ядерным оружием. Повторяю, никогда. Именно поэтому в ходе операции «Полуночный молот» в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане.
После той атаки мы предупредили их никогда не возобновлять злонамеренные попытки получить ядерное оружие и неоднократно стремились заключить соглашение. Мы пытались. Они якобы хотели этого. Потом не хотели. Снова хотели. Потом не хотели. Они не понимали, что происходит. Они просто хотели продолжать зло. Иран отказался, как отказывался десятилетиями. Они отвергли каждую возможность отказаться от ядерных амбиций, и мы больше не можем это терпеть. Вместо этого они попытались восстановить ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые уже способны угрожать нашим друзьям и союзникам в Европе. Нашим войскам за рубежом и вскоре могут достичь территории США. Представьте, насколько более дерзким стал бы этот режим, если бы действительно обладал ядерным оружием. По этим причинам вооруженные силы США проводят масштабную и продолжающуюся операцию, чтобы не позволить этой злой радикальной диктатуре угрожать Америке и нашим ключевым интересам национальной безопасности. Мы уничтожим их ракеты и полностью ликвидируем их ракетную отрасль. Она будет снова полностью стерта с лица земли. Мы уничтожим их флот. Мы обеспечим, чтобы прокси режима больше не могли дестабилизировать регион и мир. Атаковать наши силы и использовать самодельные взрывные устройства, чтобы калечить и убивать тысячи людей, включая многих американцев. И мы гарантируем, что Иран не получит ядерное оружие. Послание простое. У них никогда не будет ядерного оружия. Этот режим скоро поймет, что никто не должен бросать вызов силе и мощи вооруженных сил Соединенных Штатов. Мою первую администрацию я создал и укрепил нашу армию. И в мире нет военной силы, сопоставимой по мощи, силе и технологичности. Моя администрация приняла все возможные меры для минимизации рисков для американского персонала в регионе. Тем не менее, я говорю это не легкомысленно, иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, возможны жертвы. Так бывает на войне. Но мы делаем это не ради сегодняшнего дня. Мы делаем это ради будущего. Это благородная миссия. Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не столкнулись с ядерным Ираном. Мы просим Бога защитить всех наших героев в зоне опасности и верим, что с Его помощью мужчины и женщины наших вооруженных сил одержат победу. У нас лучшие в мире силы, и они победят. Членам корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции, я говорю сегодня, сложите оружие и получите полную неприкосновенность. Иначе вас ждет неминуемая смерть. Сложите оружие. Вы будете справедливо приняты и получите полный иммунитет, либо столкнетесь с неизбежной гибелью. И, наконец, великому и гордому народу Ирана я говорю, час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытиях. Не выходите из домов. Снаружи крайне опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите управление страной в свои руки. Она будет вашей. Возможно, это ваш единственный шанс на поколение вперед. Много лет вы просили помощи у Америки, но не получали ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я делаю сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотели. Посмотрим, как вы ответите. Америка поддерживает вас подавляющей мощью и разрушительной силой. Настало время взять судьбу в свои руки и открыть путь к процветающему и славному будущему, которое близко. Это момент действия. Не упустите его. Да благословит Бог отважных мужчин и женщин вооруженных сил Америки. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки. Да благословит Бог вас всех. Спасибо.
Братья и сестры, граждане Израиля, час назад Израиль и Соединенные Штаты начали совместную кампанию – операцию «Рев льва». Цель операции – положить конец угрозе со стороны режима Аятол в Иране. В этот час Цахал наносит удары по объектам режима подавления, инфраструктуре корпуса стражей исламской революции и Басиджа, а совместно с армией США по баллистическим ракетным объектам, которые угрожают как Израилю, так и американским силам. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. На протяжении 47 лет режим зла в Иране кричал «Смерть Израилю! Смерть Америке!». Он подавлял собственных граждан, сеял страх в регионе, создал разветвленную террористическую сеть по всему миру и вкладывал огромные ресурсы в разработку ядерных бомб и десятков тысяч ракет, предназначенных, по его собственным словам, для того, чтобы стереть Израиль с карты мира. Он вооружал террористические прокси вокруг нас – в Газе, Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Иудее и Самарии – и проливал нашу кровь. Если кому-то требовались дополнительные доказательства убийственной природы режима Аятол, он получил их в прошлом месяце. Весь мир видел, как этот режим в Тегеране устроил беспрецедентную массовую расправу над собственными гражданами. Тысячи детей, взрослых и пожилых людей были хладнокровно убиты. Десятки тысяч арестованы, подвергнуты пыткам и унижениям, лишь за то, что требовали жизни в свободе и достоинстве. В войне Возрождения и в операции «Народ как лев» наши героические солдаты нанесли тяжелый удар режиму Аятол и его прокси. Но раненый хищник не отказался от попыток восстановиться ради той же цели – уничтожить нас. В последние месяцы иранские диктаторы планировали восстановить ядерный и ракетный потенциал и укрыть его под землей, где по ним будет невозможно ударить. Если не остановить их сейчас, они станут неуязвимыми. Именно поэтому их представители на переговорах пытались выиграть время в бесплодных и лживых переговорах с нашими американскими друзьями. Но иранские диктаторы просчитались. Соединенные Штаты не покупаются на их ложь, и мы не будем сидеть сложа руки под тенью уничтожения. Поэтому мы начали операцию «Рев льва», действие значительно более мощное, чем операция «Народ как лев». Мы действуем в полном взаимодействии с нашими друзьями в Соединенных Штатах под решительным руководством президента Дональда Трампа. Совместно с США мы нанесем тяжелый удар по террористическому режиму. Мы создадим условия, которые позволят мужественному народу Ирана сбросить с себя ярмо этого кровавого режима. Во время операции «Народ как лев» меня неоднократно спрашивали, является ли свержение режима целью операции. Я отвечал, что это не цель, но это может стать ее результатом. И действительно, именно это начало происходить, когда миллионы иранцев вышли на улицы. Сейчас им дается возможность взять судьбу в свои руки. Граждане Израиля, как и в прошлой операции, нам потребуется терпение и стойкость. Будут издержки, возможно, тяжелые. Но я знаю, какие силы скрыты в нашем народе, в каждом из вас. С начала войны Возрождения мы стояли вместе. И сегодня будем стоять вместе, с мужеством, братством и взаимной ответственностью. Строго соблюдайте указания командования тыла, они спасают жизнь. Нас ждут непростые дни. Любая военная операция связана с риском, но риск бездействия несоизмеримо выше. Если мы не будем действовать, мы получим ядерный Иран с десятками тысяч баллистических ракет. Иран, стремящийся нас уничтожить и ставший неуязвимым для ответных действий. Как народ, желающий жить, мы не имеем выбора, кроме как вступить в борьбу. И на этот раз с объединенной мощью государства Израиль и Соединенных Штатов Америки. Я обращаюсь к гражданам Ирана. Вы, иранский народ и иранская армия. Артэш — не наши враги. У нас общий враг — убийственная клика Аятол, подавляющая вас через структуры корпуса стражей исламской революции и Басиджа. Именно они довели вашу великую страну до упадка. В полном согласии с президентом США я говорю, каждый, кто сложит оружие, включая представителей сил режима, обеспечит себе безопасность и будущее. Персы, курды, азербайджанцы, белуджи, арабы и все граждане этой великой нации — это ваш шанс создать новый и свободный Иран. Возьмите судьбу в свои руки. Поднимите голову и посмотрите в небо. Там наши силы, летчики свободного мира, приходят вам на помощь. Я верю, что недалек день, когда Израиль и свободный Иран протянут друг другу руки ради безопасности, мира, прогресса и процветания. Граждане Израиля, от всего сердца благодарю президента США Дональда Трампа, американский народ и американскую армию. Президент Трамп не только величайший друг Израиля в Белом доме,
но и решительный лидер свободного мира. Он думает о будущих поколениях, принимает решения в интересах Америки и действует ответственно и смело. Вместе мы несем свет всем, кто стремится к свободе. От вашего имени я отдаю честь командирам и солдатам Цахала, нашим летчикам, разведке, Моссаду, сотрудникам служб безопасности и спасения. Народ стоит за вами и молится за ваш успех. Через 2 дня мы будем отмечать Пурим. 2500 лет назад в Древней Персии восстал враг с той же целью — уничтожить наш народ. Но Мордехай и царица Эстер спасли его. Тогда пал жребий, и пал злодей Аман. И сегодня жребий пал, и режим зла падет. Пророк Амос сказал: «Лев зарычал, кто не убоится? В операции «Рев льва» мы рычим. Не бойся, Израиль. Мы будем стоять как один человек с одним сердцем, и с Божьей помощью обеспечим вечность Израиля». Дорогие соотечественники, перед нами судьбоносный момент. Помощь, которую президент Соединенных Штатов пообещал храброму народу Ирана, теперь прибыла. Это гуманитарное вмешательство, и его целью является Исламская Республика, ее аппарат подавления и машина убийств, а не страна и великий народ Ирана. Однако, несмотря на эту помощь, окончательная победа будет достигнута нами. Именно мы, народ Ирана, доведем это последнее сражение до конца. Время возвращения на улицы близко. Теперь, когда Исламская Республика находится в состоянии распада, мое послание вооруженным силам, полиции и структурам безопасности ясно. Вы давали присягу защищать Иран и народ Ирана, а не Исламскую Республику и ее руководителей. Ваш долг — защищать людей, а не режим, который подавлением и преступлениями держит нашу родину в заложниках. Присоединяйтесь к народу и содействуйте стабильному и безопасному переходу. В противном случае вы пойдете ко дну вместе с терпящим крушение кораблем Хаминеи и его режима. И мое обращение к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу таково: благородный народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и массовые убийства со стороны режима, почти 2 месяца мужественно сопротивлялся. Теперь я прошу вас проявить максимальную осторожность для защиты жизни мирных жителей и моих соотечественников. Народ Ирана — естественный союзник Соединенных Штатов и свободного мира, и вашу помощь в самый тяжелый период современной истории Ирана мы не забудем. И вам, дорогие соотечественники в Иране, в эти чувствительные часы и дни, более чем когда-либо, вы должны быть сосредоточены на нашей конечной цели — возвращении Ирана. Я прошу вас пока оставаться в своих домах и сохранять спокойствие и безопасность. Будьте бдительны и готовы, чтобы в подходящий момент, о котором я сообщу точно, вновь выйти на улицы для решающего шага. Следите за моими обращениями через социальные сети и средства массовой информации. Если в интернете и коммуникациях возникнут перебои, я свяжусь с вами через радиоволны. Мы очень близки к окончательной победе. Я хочу как можно скорее быть рядом с вами, чтобы вместе вернуть Иран и заново его построить. Да здравствует Иран!